Доброго времени суток, уважаемые автодилеры! В вашей компании работают менеджеры, переводчики и аукционисты, также и программисты. Мы расскажем, как создать для них отдельный доступ. Менеджер в данном случае – это человек, работающий со ставками. Это иконка «Электронный офис». Переводчик переводит аукционные листы и имеет полный доступ ко всем ставкам всех менеджеров. В электронном офисе у него права, как у администратора. Аукционист – это постановщик ставок на настоящем аукционе. Также их называют байерами или бидерами. Также существуют права и у веб-программиста для редактирования шапки аукционного сайта в иконке «Файлы». Распределение ролей очень важно, но зачастую администратор дает полный доступ всем сотрудникам, имеющим отношение к ставкам, а именно переводчикам аукционных листов, бухгалтерам, менеджерам и программистам. Так делать не рекомендуется. Чтобы это исправить, менеджеры теперь имеют изолированный электронный офис с ограниченным доступом. Для чего это нужно? Если менеджер использует аккаунт администратора, он имеет доступ к данным всех пользователей. При увольнении он может передать информацию о покупках вашим конкурентам. Это рискованно. Мы решили эту проблему, создав менеджерский уровень доступа. Менеджер видит только своих покупателей и только их ставки. Данные других покупателей от него скрыты. Для того, чтобы создать менеджера, администратор должен перейти к списку пользователей. Вводим имя пользователя, скажем R2D2, и нажимаем на ссылку Add Manager. Мы видим нового менеджера в списке менеджеров. Теперь, нажимая на вот эти кнопки в списке пользователей, мы можем назначить пользователей нашему менеджеру. После того, как менеджер войдет в систему, он увидит только своих пользователей и их ставки. Сделаем это, войдя под логином R2D2. Вот пользователи этого менеджера. Вот ставки этих пользователей. Теперь расскажем об аукционистах, постановщике ставок. Обычно администратор системы рано утром до начала торгов первое одобряет ставки, выгружает список ставок в Excel и для каждой ставки назначает аукциониста. И потом рассылает списки ставок аукционистам, которые затем распечатываются на бумаге. Но мы сократили действие до одного. Теперь администратор одним кликом одобряет ставку и назначает ее конкретному аукционисту. Аукционист, в свою очередь, видит список ставок в своем изолированном аккаунте. Другими словами, появился новый класс пользователей – аукционистов. Когда администратор или менеджер назначает ставки аукционистам, они одобряются автоматически. Сразу после этого аукционисты могут видеть списки своих ставок в рабочих кабинетах. Выгрузка информации о ставках в Excel по-прежнему работает и дополнительно включает информацию об аукционистах.
Печатать списки ставок теперь не обязательно. Информацию об изменении или отмене ставок аукционист получает немедленно. Посмотрим, как это работает. Зайдем в список пользователей. Создадим аукциониста SD1. Этот пользователь должен существовать. Укажем, на каких аукционах аукционист может делать ставки. Теперь посмотрим список ставок. Назначим аукциониста для этой ставки. Посмотрим список ставок, назначенных для него. Укажем, что при выгрузке списка ставок должно сохраняться имя аукциониста. Сохраним список ставок в формате Excel. Зайдем в систему под его аккаунтом. И перейдем в список ставок. Мы видим, что данный пользователь видит только список ставок, назначенных ему. Этот список обновляется оперативно. И если аукционист видит его, администратор может не высылать ему списки лотов, а, скажем, уведомить, что список лотов изменился. Переводчики – это еще один класс пользователей. Для создания переводчика войдите как администратор и создайте пользователя с именем Office. Этот аккаунт имеет права просматривать все ставки всех менеджеров. Аккаунт переводчика удобно использовать для организации доступа суперменеджера. Программисты. Для редактирования шапки сайта используйте пользователя с именем Files. Данный пользователь может редактировать шапку сайта и не имеет никакого другого доступа. Спасибо вам за внимание.